У меня есть мусс классическая формула и солевой спрей. Как думаете, кто лучше из них создаст прикорневой объем на таких тонких волосах? Давайте проверим. Как солевой спрей, так и мусс буду оба использовать в прикорневую зону. Солевой спрей сюда, мусс сюда. Ну и давайте для начала приведем мою длину в порядок. У меня концы волос пушатся, поэтому я хочу их вытянуть. Вытягивать буду феном и брашингом. Нанесу вот такой уплотняющий мусс от Олен. В нем нет никакой фиксации, он просто уплотнит. Тут опять со своим садовым пульверизатором. Простите. Ой, боже. Знаете, неплохо так смачивает. Такая непрерывная длинная струя получается. Мне даже больше нравится, чем мои парикмахерские. На полусухие волосы требуется совсем чуть-чуть. Главное его тщательно перемешать, чтобы все компоненты перемешались. Возьму прям вот столечко. Разделяю на две части и прям наношу на кончики вот таким образом. Прочесываю. Теперь я буду закалывать верхние волосы вот таким образом от уха до уха. Оставляю нижний затылочный блок, ну, немного среднего. Когда волосы закалываете наверх, старайтесь натяжение делать прям максимально сильным. При условии, конечно, что вы будете вытягивать волосы на брашинг. Это нужно для того, чтобы брашингом не подхватывать верхние волосы. Вытягивать буду вот таким брашингом комбинированным. Здесь натуральная щетина кабана и нейлоновые штифты. Как раз таки такой вариант отлично создает натяжение, и им удобно вытягивать волосы. Вот вы мне часто пишете, что брашингом не можете вытянуть волосы. Вот как раз вот такой попробуйте, комбинированный. Отлично вытягивает даже пушащиеся, жесткие, пористые, трудно поддающиеся вытягиванию. Дальше выделяю еще одну зону по окружности. И последнюю верхнюю часть закалываю. Когда мы вытягиваем волосы, мы всегда двигаемся снизу вверх. Сейчас я прикорневую зону не поднимаю, я работаю только с длиной волос. Моя цель вытянуть, выгладить вот эту вот часть. Когда вы вытягиваете волосы, не нужно их тянуть прямо вниз. Вот, так делать не надо. Нам нужно создавать окружность. То есть подхватываем прядочку. Направляем поток воздуха по направляющей, и брашинг мы прокручиваем пальчиками, ведем его по окружности. Вот так. Подхватили, и вот таким образом. То есть не вот так вот, а вот так по окружности. И одновременно ведем фен. Это нужно для того, чтобы короткие волосы, которые есть в прядке, чтобы они тоже принимали форму окружности и направление принимали вовнутрь, а не вот в эту сторону топорщились. Давайте еще раз. Подхватываем прядь, направляем сопло фена по касательной и по окружности ведем брашинг вниз. Можно без фена потом еще вот так прокрутить. Работаем пальчиками. Работаем пальчиками вот так. То есть полностью крутить рукой не надо, вот так вот. Работаем просто пальчиками.
Потому что когда вы крутите вот так вот рукой, кистью, вы просто запутаете расческу в волосах. Ну и последняя зона осталась. Итак, волосы я вытянула. Давайте начнем с этой стороны. Тестируем мусс. Заколем волосы с этой стороны, чтобы они не мешались. Тщательно встряхиваем и наносим. Ну, можно остатки по височным волосам. Остатки можно на височные зоны нанести. Дальше я беру свою скелетную расческу тоннельную. Обязательно тестируем холодным потоком воздуха. Но неплохой такой объемчик получился. Давайте я его зажму вот таким образом. Мы не дадим ему упасть, пока будем работать с солевым спреем. Чтобы не мешалось, давайте я еще вот так заколю. Прям на проборчик я его зафиксировала. Ага. И давайте попробуем, как работает солевой спрей. Это совершенно два разных стайлинга. Давайте по-честному, туда я наносила немножечко мусса на височную зону, и сюда немножечко нанесу. Вау, уже появился. Давайте его расчесать. Какой приятный аромат. И давайте уже по-честному тогда. Пускай остывает тоже на проборе. Давайте подождем минут 5, а потом сравним результаты. Ну тут что-то прям это. Ладно. На солевом спрее более жестко, чем на муссе. Солевой спрей я очень люблю, так же как и сахарный. Почему? Потому что создает шикарный прикорневой объем, идеален для тонких мягких волос, делает их более жесткими, шершавыми, послушными. Для жирной кожи головы подсушивает ее, волосы дольше остаются чистыми. Легкая степень фиксации позволяет наслаивать продукт, то есть нанесли, просушили, недостаточно объема, еще раз нанесли, еще раз просушили. Не склеивает, матирует, это плюс для жирных тонких волос, опять же в прикорневую зону, если наносите. Ну и на ощупь волосы становятся такими шершавенькими. Я люблю использовать его в прикорневую зону. Вообще это мужская серия, я люблю мужские серии, потому что у них всегда им делают классные продукты, которые работают более правильнее, более естественно смотрятся, на волосах вообще незаметны, но при этом создают офигенные результаты. Ну 5 минут уже прошло, давайте снимем и посмотрим. Вот видите? Здесь плоско, а здесь вот так вот, по окружности. Помните, да, я наносила мусс именно вот в прикорневую зону, и здесь у меня прям убавлялся состав. То есть вот куда я нанесла, он там вот и встал. А здесь прям обрублено. А вот этот, видите, он прям какой объем создает. Вот здесь мусс, а вот здесь солевой спрей.
Я люблю солевой спрей. Мусс я тоже люблю, но он больше подходит все-таки для волос средней толщины, для пористых волос, для густых, для длинных волос, для жестких волос. Вот видите, сейчас я назад провожу, и видите сразу, как обрублено. Вот куда нанесла я его много, видели, как много я наносила? Вот тут вот и стоит, и немножечко, вот тут вот и стоит. А вот здесь вот прям везде стоит. Даже если вот так делать, все равно вот здесь обрубается, и сразу висюльки висят. А вот тут вот все-таки это прям мне нравится.